Расскажу, какой новый способ отбить мясо я нашла. И как поджарить вкусные и сочные свиные отбивные с тонкой хрустящей корочкой. Чтобы потом легче мыть разделочную доску, надеваю на нее пакет. И нарезаю корейку или карбонат на тонкие кусочки. А вы на канале готовим с вами вместе. Кусочки толщиной где-то до сантиметра. Хотя можно и потолще, но мне так нравится. Делаю пару надрезов на пленочке с жирком. Так она не будет мешать отбивать мясо, и при жарке мясо не будет скручиваться. Затем кусочек мяса выкладываю в полиэтиленовый пакет вовнутрь и ровно выкладываю на разделочную доску. А теперь моя находка. Такие деревянные массажеры наверняка есть у многих и лежат без дела. Ими можно отлично заменить молоток для отбивания мяса. Особенно если не хочется шуметь. Например, если спят дети. Такой деревянный массажер отлично справляется с отбиванием мяса. Превосходно получается. А еще в пакет можно уложить и 2 кусочка мяса. Укладывать подальше от краев пакета и на расстоянии друг от друга. И просто раскатывать деревянным массажером, как тесто скалкой. По толстеньким местам прохожусь несколько раз. Раскатываю с обеих сторон. Мясо хорошо растягивается. Как хорошо отбитые отбивные. А благодаря пакету деревянный массажер остается чистым. Его не надо вычищать от кусочков мяса. А теперь готовлю смесь соли с перцем. На чайную ложку соли беру приблизительно 1/3 чайной ложки черного молотого перца и хорошо перемешиваю до однородности. Этой смесью посыпаю с каждой стороны кусочки мяса. Посыпала с одной стороны и перевернула, посыпала с другой стороны. Второй кусочек точно так же посыпала с одной стороны, перевернула и посыпала с другой. И укладываю кусочки один на другой. Так кусочки одинаково просолятся. В качестве панировки использую крахмал, у меня картофельный. Выкладываю его на тарелку ровным слоем. И еще понадобится одно сырое яйцо. Его хорошенько взбиваю до однородности. Самая вкусная жареная свинина получается, если жарить на свином смальце. Это растопленный свиной внутренний жир. И, конечно, можно на растительном масле. Пока все подготавливала, свинина промариновалась. Окунаю с 2 сторон в яйцо и сразу же с 2 сторон в крахмал. Сковорода со смальцем должна быть очень хорошо разогрета. И выкладываю подготовленное мясо на сковородку. Тарелки с мясом, яйцом, крахмалом ставлю в один ряд поближе к плите, чтобы было удобно переносить мясо из одной емкости в другую и не пачкать стол. Сначала огонь под сковородой делаю достаточно сильный, выше среднего. Так хорошо образуется корочка из панировки. С первой и второй стороны жарю мясо по 4-5 минут до образования легкой корочки и переворачиваю. А затем огонь уменьшаю до среднего и жарю от 3 до 5 минут с каждой стороны. Переворачиваю пару раз, крышкой не накрываю. Проверяю на готовность. Мясо легко прокалывается и легко снимается с вилки, значит готово. Еще немножко дожариваю до желаемого золотистого цвета. Долго на сковороде не держу, чтобы не пересушить мясо. Получились очень вкусные, сочные, с тонкой хрустящей корочкой свиные отбивные котлеты. Они самые вкусные, как только приготовлены, свежайшие, но и на следующий день тоже очень вкусно. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием!